Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько решений, которые могут развернуть политический и экономический курс страны. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что активная фаза конфликта в Сирии завершена, и теперь Германия может пересмотреть статус сирийских беженцев. Но министр иностранных дел Йохан Вадефуль считает, что возвращаться пока рано, между ними усиливается разногласия во взглядах. На фоне этих споров правительство Фридриха Мерца обсуждает другую непростую ситуацию, где разместить хранилище для радиоактивных отходов, срок безопасности которого должен исчисляться, внимание, миллионами лет. Тем временем немецкие компании предупреждают о тревожной зависимости от иностранных технологий, а во Франции лидер права Жордан Барелла открыто говорит о готовности взять власть. Мир технологий тоже не стоит на месте. OpenAI заключает крупнейшую сделку с Amazon, а в автомобильной индустрии компания Porsche сообщает о миллиардных потерях. Все эти события показывают, как Европа входит в новый этап перемен. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится с друзьями этим видео. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гражданская война в Сирии завершена, и теперь нет оснований для предоставления убежища людям из этой страны. По его словам, Германия больше не связывает режим временной защиты для сирийцев, и с этого момента можно запускать выдворение. При этом министр иностранных дел Йохан Вадефуль на своей недавней поездке в Дамаск оценил ситуацию совсем иначе и назвал страну небезопасной, что вызвало внутреннюю критику. Мерц отметил, для тех, кто не возвращается добровольно, планируется создание правовых механизмов для урегулирования статуса пребывания в Германии. В свою очередь, Вадефуль подчеркнул, что безопасность сирийских граждан остается под сомнением и возвращения пока не станут массовыми. Дебаты в правящей партии вызвали разногласия. Одни считают, что решение Мерца четкое и необходимо для восстановления контроля над миграцией, другие опасаются нарушения международных обязательств и гуманитарных норм. Решение о пересмотре статуса сирийских беженцев означает, что немецкая политика в области защиты иммиграции вступает в новый этап, требующий как юридической ясности, так и точных шагов исполнения. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Германия продолжает поиск места для окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. Федеральная компания по хранению отходов подтвердила, что в списке кандидатов остаются несколько территорий на юго-западе страны, включая районы Шварцвальда, Швабского Альба и окрестности Хайдельберга. Задача – выбрать участок, который сможет безопасно хранить около 27 тысяч кубометров отходов не на десятилетия, а на миллионы лет. Эти материалы накопились за более чем 60 лет работы немецких атомных электростанций. Министр окружающей среды земли Баден-Вюртемберг Текла Валкер заявила, что большинство территорий ее региона уже исключены от отбора, однако призвала ускорить процесс. По ее словам, затягивание увеличивает расходы и создает неопределенность для местных жителей. До конца 2027 года власти должны сократить список до нескольких конкретных площадок, которые будут изучаться уже более детально. Окончательное решение примет парламент Германии. Первоначальный срок запуска хранилища уже сдвинут, напомню, примерно на 20 лет, и точной даты начала эксплуатации пока нет. Следующая новость связана с обсуждением зависимости Германии от других стран. Согласно опросу, более чем, внимание, 600 компаний, проведенному профсоюзом цифровой экономики Битком, почти 96% немецких предприятий не могут обойтись без импортных цифровых технологий, будь то компьютеры, программное обеспечение или компоненты вроде микросхем. Ключевые поставщики – это Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза, каждая из которых охватывает около 87% импорта у опрошенных. На третьем месте Китай с долей приблизительно 78%. Генеральный директор Битком Ральф Винтергерс заявил, что в нынешней геополитической ситуации Германии и Европе необходимо укреплять цифровую независимость, иначе промышленность окажется чрезмерно уязвимой. Причины тревоги здесь понятны. Компания ощущает на сегодняшний день, что цепочки поставок могут быть нарушены как из-за санкций и политических решений, так и из-за технологических монополий со стороны глобальных игроков. При этом лишь около 3% компаний считают, что смогут обходиться без цифровых импортов более 2 лет.
Каждое второе предприятие уже готово пересмотреть свою бизнес-стратегию или перенастроить поставки из-за растущей нестабильности на внешних рынках. Таким образом, немецкая промышленность находится на критическом этапе, когда цифровая зависимость от зарубежных технологий превращается в стратегическую слабость и требует системной реакции со стороны государства и бизнеса. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Во Франции правый политик Жордан Барелла заявил, что уже готовится к тому, чтобы взять власть в стране. Он открыто говорит, что видит себя будущим руководителем правительства, если его партия победит на выборах. Согласно последним опросам, Жордан Барелла сегодня считается главным фаворитом президентской кампании 2027 года. Он уверенно обходит традиционные партии Франции и постепенно вытесняет с первого плана свою предшественницу Марин Ле Пен, хотя она формально остается ключевой фигурой внутри движения. Барелла строит политику на жестком контроле миграции, усилении роли национального государства и пересмотре отношений Франции с Европейским Союзом. Он заявляет, что страна должна меньше зависеть от Брюсселя и действовать в своих интересах. Политологи отмечают, если его популярность сохранится, Францию может ждать крупнейший политический разворот за последние десятилетия, от центристской модели к правому курсу с акцентом на национальную самостоятельность. И это только начало. Компания OpenAI заключила с американским технологическим гигантом Amazon договор на сумму примерно 38 миллиардов долларов США, рассчитанная на 7 лет. Эта сделка дает OpenAI доступ к облачным вычислительным мощностям сервисов Amazon Web Services и сотням тысяч графических процессоров NVIDIA, необходимых для обучения и запуска своих искусственных интеллектуальных систем. По условиям соглашения, работа по облачным ресурсам должна начаться сразу и выйти на полный объем до конца 2026 года с возможностью дальнейшего расширения в 2027 году и далее. Руководитель компании Amazon Web Services Мэтт Гарман отметил, что инфраструктура Amazon Web Services станет основой для амбиций OpenAI в области искусственного интеллекта. Считается, что эта сделка знаменует новый этап для OpenAI. Компания становится менее зависимой от прежнего партнера корпорации Microsoft и получает свободу развивать собственные технологии искусственного интеллекта. Столь крупные инвестиции в вычислительную инфраструктуру подчеркивают, насколько масштабной и капиталоемкой становится гонка за доминирование в сфере искусственного интеллекта. Для рынка это значит, технологии будущего требуют не только алгоритм, но и серьезной аппаратной базы. И именно на эту базу OpenAI делает ставку. А дальше еще интереснее. Под руководством Оливера Блюма автомобильный бренд Porsche переживает серьезные финансовые трудности. Стратегические просчеты привели к значительным убыткам. В третьем квартале компания зафиксировала операционный убыток, внимание, почти 966 миллионов евро, а за первые 9 месяцев 2025 года прибыль сократилась в 99%, с 4 миллиардов до примерно 40 миллионов. Основные причины – это радикальный поворот стратегии, роскошный производитель свернул свои планы по расширению электрического направления, отказался от ряда моделей и вынужден был вернуть фон на гибридные и бензиновые двигатели. И это привело к однократным расходам в размере примерно 3,1 миллиарда евро. Проблемы усугубились снижением продаж и в Китае, и ростом пошлин в Соединенных Штатах Америки. Однако ключевыми причинами называют управленческие просчеты. Сам Блюме признает, Porsche переживает масштабный кризис. Он уже заявил, что по окончании 2025 года откажется от руководства этим брендом и сосредоточится исключительно на руководстве Volkswagen. На место главы Porsche рассматривает Майкла Лейтера, менеджера с опытом работы в Макларен и Феррари. Среди рабочих и профсоюзов звучит резкая критика. При высокой нагрузке и пересечении интересов двойная должность главы считается неэффективной. Крупная реорганизация ожидается. Porsche планирует оптимизацию структуры занятости примерно, внимание, на 1900 позиций до 2029 года и пересмотр ключевых активов в Китае, где продажи рухнули на четверть. Все это показывает, бренд, ранее считавшийся ключевым активом Volkswagen, теперь сталкивается с особыми управленческими вызовами, и от исправления курса зависит будущее Porsche. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.